А как вы считаете, надо ли нам 23 февраля праздновать? 23 февраля? А это кто как хочет. Кто считает это праздником, пускай празднует. Кто нет, значит, его лично. А вы как считаете? Я считаю, что надо. А почему вы так считаете? Ну, это праздник наших дедов, отцов, наш. Это наша история, от нее никуда не денется, кто бы как не хотел. А как вы считаете, вот в связи с все возрастающей агрессией военной России, надо ли нам с НАТО сближаться? Я считаю, что нам просто нужно выполнить Конституцию, которая сейчас полностью игнорируется. Вот и все. Если делать по Конституции, без всякой политики, просто взять закон, и все станет на свои места. То есть вы думаете, война прекратится? Да. Если все сделать так, как написано в Конституции. И вы думаете, что и Россия выведет войска, если Конституцию нашу мы выполним? Но я не видел российских войск. Если мне покажут, я скажу, да, есть они. Но пока не видели. Я не могу не утверждать, что они есть тут или нет. Я не могу точно ответить на этот вопрос, потому что он очень провокационный в связи с последними событиями, которые произошли. Но, как вам сказать, насколько мне известно, указом президента был отменен, эта дата была отменена у нас в стране, поэтому, я как житель страны, я не буду праздновать эту дату, потому что я не отношу себя к защитникам Отечества, я ничего такого не сделал, как я считаю, для того, чтобы меня считали как защитника. Я считаю, что те, которые воевали, которые служили в российской или в советской армии, конечно, они помнят и будут, я считаю, да. А как вы думаете, вот в свете нарастающей военной агрессии на территории Украины, надо ли нам сближаться с НАТО? Нет. Нет. А почему вы так считаете? Не скажу. Не скажу, простите. Конечно, надо. Сюда был праздник, я тоже служил в армии. Надо, я так думаю. И второй вопрос, вот в связи с тем, что ситуация у нас накаляется, надо ли нам с НАТО сближаться? Нет, сейчас рановато еще. С Россией надо, вообще-то, если так. С НАТО нам не по пути. А вы думаете, что Россия нам поможет войну закончить? Я не знаю, как поможет, не поможет, но все равно это соседи близкие. Так что надо с ними, а не с НАТО. И вообще Америка она далеко, а здесь Россия рядом. Все равно мы как раньше дружили, как раньше Советский Союз был. Обязательно, я сама военный человек, 20 лет отдала армии. Как я не буду праздновать? Я буду. То есть у вас два праздника, 23 февраля и 8 марта? Да, 23 февраля и 8 марта. Так что я буду праздновать. Еще интересно ваше мнение, как военного человека. Вот сейчас у нас на востоке Украины накаляется обстановка. Надо ли нам с НАТО сближаться? Неужели сами не разберемся без НАТО? Давайте разберемся сами. Зачем нам НАТО? Это лишние хлопоты, лишние деньги, лишние затраты. Мы лучше давайте сами разберемся. Да, надо, потому что я служил в армии. Я так и остаюсь. А то, кому не нравится, пускай свое празднует. И второй вопрос, как вы думаете, надо ли нам с НАТО сближаться в свете последних событий на востоке Украины? С НАТО сближаться? Это вопрос, как сближаться. Если они нам поставляют оружие, это же будет гонка вооружений опять же. И что ж, сколько мы еще будем воевать? Если будут поставлять оружие, еще и 2 года, и 3, и 5, может, будут поставлять. Так что с НАТО еще вопрос. А вот если поставлять не будут, вы думаете, быстрее война закончится? Надо с переговорами, только решать. А то, что будет поставлять оружие нам еще до конца года, я думаю, ничего это не решит. По привычке, да. Да, это ж общая победа не только России, но и Украины. Там все участвовали в боях. Я считаю, да. А вот второй вопрос. У нас сейчас очень накалена обстановка, боевые действия не прекращаются. В связи с этим, надо ли нам с НАТО сближаться? Я бы не хотела, лично я.
А это уже выбор правительства. Как бы люди ни говорили, правительство будет выбирать, как ему удобно. А вот ваше личное мнение, почему бы вы не хотели? Ну, я не хочу, чтобы тут опять возобновились действия, потому что если будет оружие передавать летальное, то это ясно, что это не для того, чтобы успокоить мир, сделать, а это будет еще хуже. Это будет страшная война. Она сейчас страшная. Очень жалко, и одну и другую сторону погибает молодежь. Лучшая молодежь, можно сказать. Знаю, мы переселенцы, у нас ничего не осталось, поэтому нам сейчас не до праздника. Сомневаюсь. Ничего оно не нужно, по-моему, уже. Все отжито. Старье. Я считаю, надо. Надо. И второй вопрос, вот в связи с тем, что у нас накалена обстановка, боевые действия не прекращаются, надо ли нам с НАТО сближаться? Я не в курсе. Я думаю, надо самим выходить из этой ситуации. Надо, а как же? А как же? Надо обязательно. Хлопці воювали за те, щоб ми жили хорошо, щасливо. А нам, бачите, що зробили? А це щастя. И еще второй вопрос к нам. В связи с тем, что у нас не прекращаются боевые действия, а агрессия России все увеличивается, надо ли нам с НАТО сближаться? Ой, я думаю, ні. Це те ж сама війна, ну і в баню. Надоела война уже? Нам треба мир і чисте небо.